Всем привет, меня зовут Веруша. Сегодня пятница, скоро выходные, а это значит, что в большинстве своем люди в это время хотят расслабиться и хорошо провести время. В этом видео я буду рекомендовать вам 3 шикарные комедии, которые я очень люблю пересматривать. Это вот именно те фильмы, которые действительно хочется смотреть еще и еще. Не то, что сейчас снимает Голливуд, фильмы на один раз. Первая комедия, если вы еще ее не смотрели, то я просто настоятельно вам рекомендую ее посмотреть. Это фильм, романтическая комедия «Голая правда». Там играет Кэтрин Хайгл и Джеральд Батлер. Джеральда Батлера я вообще выделяю из голливудских актеров, потому что он обладает просто недюжиной харизмой. Кстати, с ним в последний фильм я смотрела «Крушение», шла в кинотеатр, ничего не ожидая, в итоге получила удовольствие и поплакала, и были моменты там неожиданные. Вот. Возвращаясь к «Голой правде», Кэтрин Хайгл там играет консервативного продюсера, у которой все строго, все по полочкам. И в это шоу зовут Джеральда Батлера. Он известный ведущий и отличается кардинально от Кэтрин Хайгл. Он пошлый, он с пошлыми шуточками, он без догм, без правил. И они заключают договор о том, что Джеральд Батлер поможет Кэтрин Хайгл измениться, из такого консерватора превратиться в привлекательную девушку и завладеть сердцем доктора, который ей понравился. Фильм очень динамичный, и мне нравится там очень много разных всяких моментов, очень много всяких таких романтичных там моментов. Есть прям элементы красотки, когда они ее переодевают, меняют прическу. И мне там очень нравятся всякие фразочки Джеральда Батлера. Он, кстати, фильм может выступать вообще как руководство к тому, что можно и что не нужно делать с мужчинами. Они прям вот очень, кстати, жизненные. Мне очень там нравится фраза, когда Джеральд Батлер говорит: запомни, мужчину переделывать не надо. Прогресс мужчины закончился к приучению к горшку. Вот. Есть там, конечно, пошловатые шуточки, но тем не менее это вообще никак не портит фильм, и он, конечно, с ожидаемым концом. Фильм можно, кстати, охарактеризовать так в 2 словах: от любви до ненависти один шаг. И чувствуется очень химия между актерами. Оба актера действительно очень харизматичные. Кэтрин Хайгл тоже мне очень нравится. И, она, по-моему, в последнее время особо не снимается, или только в сериалах. Что-то у нее какие-то там проблемы с продюсерами. Такая Марлин Монро номер 2, по-моему. С ней, по-моему, я читала, сложно работать. Но, тем не менее, актриса потрясающая, просто даже приятно на нее смотреть, очень красивая. И чувствуется, как летят искры между ними. Потрясающе просто сыграли актеры, и сама комедия просто легкая. Я вот недавно ее пересматривала и поймалась на мысли, что вот это время, там, 1:40, я не помню точно, сколько она идет, настолько быстро пробежала, мне так хотелось, чтобы это время длилось дольше. Потрясающая комедия, просто вам очень рекомендую, действительно получите большое удовольствие. Вторая комедия «Если свекровь монстр» с Дженнифер Лопес, Джейн Фондой. Это шикарная актриса. На мой личный взгляд, это одна из самых лучших ее картин. Она там просто яркая, красивая и просто роскошная, фантастическая. Это, насколько я помню, я вот, кстати, вот именно вот эту комедию я, мне кажется, год уже не смотрела, но, по-моему, там Джейн Фонда, она ведущая, и в самом начале фильма ей говорят о том, чтобы... она уже отдохнула от своей деятельности, и вот она в своем шикарном доме, у нее свободное время, и ее любимый сын говорит о том, что он встретил девушку мечты и забывает о своей любимой маме и полностью посвящает время Дженнифер Лопес. Дженнифер Лопес, вот кто бы что ни говорил, что она там никакая актриса, с ней, кстати, очень много классных фильмов, романтических тоже комедий, я практически все смотрела, очень люблю, и очень много она вот в фильмах прям она достойно очень играет, и здесь она такая, с одной стороны, простушка с самого начала, вроде такая милая просто простушка, но потом характер, выясняется, что у нее есть характер, и очень интересно за этим наблюдать. Джейн Фонда, она начинает ревновать к Дженнифер Лопес, и начинается борьба невестки со свекровью.
Вот, там, в общем, много разных историй, есть некоторые даже прям такие очень довольно преувеличенные, но, тем не менее, очень интересно за этим наблюдать. Подготовка к свадьбе, как Джейн Фонда там вставляет палки в колеса, и в итоге потом они, конечно же, начинают друг к другу более тепло относиться, и в конце Джейн Фонди напоминает о том, что вообще-то у нее была такая же ситуация, когда она выходила замуж в молодости. Вот, и, в общем, классная комедия, обязательно тоже рекомендую к просмотру, я всегда получаю удовольствие, очень атмосферный, там, конечно, очень красивые локации, сама картинка очень красивая, и вот, ну, настолько все идеально в этом фильме, просто я всегда поражаюсь, когда пересматриваю, прям тоже вот очень люблю эту комедию, очень-очень рекомендую. Ну а третья комедия, комедия 1987 года. Я называю дату специально, потому что есть комедия, называется она «За бортом», и создатель ее — это знаменитый режиссер фильма «Красотки». Ну, такой режиссер, и в то время просто невозможно не создать хороший фильм. Это не то, что хороший, просто потрясающий фильм. Я вот из всей вот этой вот тройки пересматривала его больше всего раз. Настолько я люблю, он подходит и для домашнего просмотра, потому что там очень добрые, очень наивные шутки, нет там, конечно же, никакой пошлости. Голая правда в этом плане отличается от «За бортом». Вот, это... Я назвала дату, потому что «За бортом» есть, выпустился он несколько лет назад, насколько я помню, если не ошибаюсь. Ну, какой-то, в общем, современный фильм, то ли там 2021 год, что-то такое. Я смотрела и просто думала, ну как так можно вообще? Ну, если что-то делать похожее, надо сделать это достойно. Но Голливуд скатился, конечно, уже просто не знаю, куда вообще. Это ужасный фильм, очень пошлый, и ни актерами там мне вообще там ничего не понравилось, вообще какой-то бессмысленный фильм. Вот, а вот этот вот «За бортом» 1987 года я просто обожаю, там играет Курт Рассел с известной актрисой Голди Хон и по совместительству с женой. Голди Хон там играет такую очень заносчивую, капризную миллиардершу. Фильм начинается с того, что яхта припарковывается, и она ищет плотника, приходит плотник Курт Рассел, и он делает ей шкафчики. По итогу ей это все не нравится, она отказывается платить, и сначала его инструменты оказываются за бортом, а потом и он сам. И яхта уплывает. Ночью, когда Голди Хон понимает, что она потеряла кольцо, она идет его искать и сама оказывается за бортом в океане. Ее спасают, и она оказывается в больнице и передает по новостям о том, что ищут ее родственников. Она полностью потеряла память. В это время, когда передает новости Курт Рассел это видит, у него возникает в голове план мести. Он полностью меняет ее имя, приезжает в больницу за ней, говорит, что он ее муж, меняет имя и забирает ее оттуда. И они переезжают в разрушенную такую деревушку, то есть она вот из богачки, а потом ее встречает 3 детей, и она полностью оказывается погружена в такой этот деревенский быт, где она должна стирать, готовить, убирать. И, в общем, по полной трудиться. Из такой богачки, которая ничего не делала, только следила за тем, чтобы маникюр не повредить, и питалась устрицами и всем остальным, черной икрой, а тут полностью меняется ее жизнь, и Курт Рассел убеждает ее в том, что это действительно ее жизнь и была такой. Потом, конечно, у нее начинает всплывать уже в памяти какие-то моменты из светской жизни, и, в общем, все закручивается. Очень интересно наблюдать, как все меняется. Очень много трогательных тоже моментов, и, конечно же, там очень много юмора. Действительно, такого очень доброго. Картинка, конечно же, уже немножечко отличается от современных фильмов. Там нет каких-то спецэффектов, ничего такого.
но этот фильм можно смотреть бесконечно. Я его так, для меня почему-то он является каким-то новогодним. Я его смотрю в рождественские, его, кстати, повторяют обычно в рождественские каникулы тоже, уже к окончанию, и он у меня всегда почему-то ассоциируется, наверное, потому что я смотрю его в то время. Я могу его вот один раз посмотреть, потом сразу же еще несколько раз посмотреть. Настолько вот он легкий. Ну вот как раньше снимали фильмы, которые пересматриваешь по миллиону раз и еще будешь столько же смотреть. В общем, эта парочка просто потрясающая на экране, и они, кстати, до сих пор вместе, очень верная пара, в общем, один восторг. Обожаю этот фильм, но не смотрите современную версию, этот фильм ужасен. Так что, в общем, пишите, пожалуйста, комментарии, может быть, из этих фильмов является какой-то любимый ваш, или, может быть, вы порекомендуете мне какую-нибудь комедию, я всегда в поиске хорошей комедии. Так что, в общем, пишите комментарии, я желаю всем хорошего настроения на предстоящие выходные и до новых встреч, пока!